Одним невероятно морозным зимним утром в глуши заснеженной Аляски, когда наступил, пожалуй, самый леденящий период за всю историю наблюдений в этом суровом краю, Артур Блэквуд внезапно пробудился от резкой дрожи, пронизывающей все его тело, и, взглянув на термометр, висящий на обледенелом крыльце, с ужасом обнаружил, что ртутный столбик опустился до критической отметки минус 48 градусов, а воздух был настолько пропитан стужей, что каждая травинка, каждая сосновая иголка и каждый засохший листок были скованы толстым слоем хрустального льда, который, казалось, застыл в вечности, превратив пейзаж в неподвижную скульптуру. Артур, будучи коренным жителем северных широт и привыкшим к капризам природы, все же не мог унять дрожь от этой аномальной, безжалостной температуры, с какой ему еще не доводилось сталкиваться за все годы жизни в лесу, поэтому он поспешно налил себе большую кружку обжигающего черного кофе и потянулся к пульту телевизора, намереваясь узнать свежий прогноз погоды, но в этот момент горячая жидкость выплеснулась из чашки прямо на его одежду и на деревянный пол, потому что он замер, заметив сквозь покрытое морозными узорами матовое стекло нечто совершенно невообразимое, и то, что предстало его взору, было настолько неправдоподобным, что сперва показалось ему продолжением тревожного сна, так как крупная самка рыси вплотную прижалась к оконной раме, ее роскошная золотисто-коричневая шерсть была густо покрыта инеем, а гладкое мускулистое тело крупно дрожало от жестокого, пронизывающего до костей холода. Однако самым поразительным в этом чуде было то, что лесная хищница пришла не одна, ведь позади нее, на небольшом сугробе, представляя собой дрожащие комочки припорошенного снегом меха, едва различимые на фоне бесконечного белого полотна, лежали трое крошечных рысят, чьи маленькие тельца сотрясались в конвульсиях, а тоненькие, полные, отчаяния жалобные крики практически заглушались яростным воем ледяного ветра, и хрупкая фигурка одного из детенышей внезапно пошатнулась и упала, слабо подергиваясь, словно малыш был готов сдаться неумолимой стихии и уснуть вечным сном, но мать не теряла надежды и, словно почувствовав критичность момента и сокращающееся время на спасение, предприняла решительные действия. Она бережно взяла ослабевшего детеныша за загривок и поднесла его ближе к стеклу. Ее движения были целеустремленными, но удивительно нежными. А каждый шаг был наполнен безграничной материнской любовью и непоколебимой решимостью, когда она осторожно прижала его крошечное замерзающее тельце к ледяному стеклу, и ее тяжелое дыхание, заглушаемое болью и усталостью, было подобно тихому шепоту, когда она вглядывалась вглубь дома с безмолвной мольбой о помощи. Ветер за окном завывал все громче и яростнее, с резкими хлопками ударяя в стены и осыпая стекло колючими снежинками, делая этот момент еще более драматичным и отчаянным. Отчего Артур застыл на месте, чувствуя, как его сердце бешено колотится в грудной клетке, и он отказывался верить собственным глазам, как вдруг мать-рысь подняла переднюю лапу и ритмично, совершенно по-человечески постучала в окно, и звук ее когтей по стеклу прозвучал как настойчивая просьба, словно она пыталась передать ему зашифрованное сообщение, умоляя понять ее беду, и Артур на мгновение заколебался, ведь ему никогда бы и в голову не пришло добровольно впустить диких и потенциально опасных хищников в свое жилище, но, глядя на разрушительную силу природы и умирающие семейства, он отчетливо понимал, что если немедленно не предпримет активных действий, то эти существа могут не пережить следующие несколько минут, поэтому, преодолевая страх и неуверенность, он подошел к входной двери, мысли его метались в панике, но сострадание взяло верх, и он приоткрыл тяжелую створку. «Послушайте», мать-рысь без промедления подошла к порогу, бережно принесла своего самого слабого детеныша к проему и осторожно опустила его на пол, после чего отступила назад, словно демонстрируя свою полную беззащитность и мирные намерения, однако ее янтарные глаза оставались сосредоточенными на лице человека, полные надежды и немой мольбы, и Артур, видя это безграничное отчаяние, просто не мог им отказать, поэтому он подхватил малыша и занес его внутрь, в тепло, пока мать внимательно наблюдала за каждым его движением, а затем перевела взгляд на двух оставшихся на снегу детенышей, которые все еще жались друг к другу, и скорчила на человека такой выразительный умоляющий взгляд,
который словно говорил: «Позволь мне привести и других моих детей», и, не колеблясь ни секунды, Артур жестом пригласил их, и вскоре все трое рысят оказались в безопасности внутри, а сама рысь снова замерла на пороге, стряхивая снег, пока ждала его окончательного разрешения войти самой, и, наконец, он утвердительно кивнул и отступил в сторону, пропуская величественное животное внутрь, и она двигалась. Грациозно, но с предельной осторожностью, тщательно встряхивая лед со своей густой шерсти, прежде чем ступить на чистый пол, и когда она полностью погрузилась в спасительное тепло дома, обстановка стала по-настоящему сюрреалистичной, ведь дикая рысь, хоть и находилась в непривычной среде, вела себя вовсе не как опасный зверь, а явно осознавала, что она здесь гостья, поэтому держалась поближе к своим детям и даже старалась не задевать мебель, словно боясь нарушить порядок. Артур быстро собрал все имеющиеся теплые шерстяные одеяла, сложил их в мягкую кучу и разместил прямо у горящего камина, чтобы создать уютное и безопасное гнездышко для замерзшего семейства, и мать-рысь, не теряя ни мгновения драгоценного времени, бережно подтолкнула своих дрожащих детенышей к источнику тепла, тщательно поправляя одеяло лапами, мордой, чтобы укутать их и создать максимально комфортные условия для восстановления, однако на этом она не остановилась и снова обратила свой глубокий, пронзительный взор на Артура, и этот взгляд проник прямо в его душу, отчего он ощутил неожиданную волну тепла и благодарности, а вскоре отогревшиеся малыши начали приходить в себя и исследовать ближайшие окрестности комнаты, но самое удивительное заключалось в том, что они вели себя не как обычные дикие зверята, хаотично бегающие повсюду. Казалось, они четко осознавали границы дозволенного пространства, держась поближе к спасительному огню камина и ни в коем случае не царапая мебель, их маленькие лапки мягко постукивали по деревянному полу, а движения были осторожными, но полными детского любопытства, как будто они тоже понимали святость этого временного убежища. Артур не мог поверить в реальность происходящего и в то, чему стал свидетелем, ведь интеллект и эмоциональная осведомленность самки рыси были не похожи ни на что, когда-либо виденное им ранее. Она, казалось, даже общалась с ним на языке своего тела, наклоняя голову в знак признательности, и в какой-то момент она обернулась, чтобы взглянуть на самого маленького и слабого детеныша, который старался не отставать от своих более крепких братьев и сестер, и тихо зарычала, мягко подтолкнув его обратно к теплу материнских одеял, и этот древний инстинкт заботы проявлялся в каждом ее жесте, но это было только начало удивительного утра, и когда снежная буря за окном наконец начала утихать, мать-рысь грациозно встала и потянулась, всем своим видом давая понять, что ее семье пора уходить и возвращаться в дикую природу. Она нежно коснулась влажным носом каждого из своих детенышей, призывая их следовать за ней к выходу. Артур медленно подошел к двери и открыл ее, впуская холодный морозный воздух, который ворвался внутрь и заставил его вздрогнуть, и детеныши сперва заколебались, их крошечные лапки утопали в глубоком снегу, а тихие писки терялись во все еще сильном ветре, но мать мягко подталкивала их вперед, проявляя непоколебимое терпение, подбадривая каждого, прежде чем самой выйти на крыльцо, а затем произошло нечто совсем невероятное, когда она повернулась к Артуру и осторожно положила свою тяжелую лапу ему на руку, и прикосновение было кратким, но сильным и значимым. Это был настоящий момент единения двух разных миров, который наполнил ее янтарные глаза безграничной благодарностью, и их взгляды встретились, выражая искреннюю признательность, которую невозможно передать никакими человеческими словами, после чего семейство рысей медленно исчезла в плотной снежной пелене, их гибкие очертания растворились в бесконечном белом безмолвии леса, а Артур еще долго стоял в открытых дверях, наблюдая за ними, пока они окончательно не скрылись из виду, и тишина, наступившая после их ухода, была звенящей, но уже не казалась пустой или одинокой, ведь то душевное тепло, которое эти дикие существа принесли в его уединенный дом, сохранялось еще очень долго после того, как они ушли, и это чувство наполнило его новым, глубоким пониманием невероятного интеллекта и богатого эмоционального мира диких животных, которыми он всегда восхищался лишь издали, и с ним навсегда осталась эта удивительная история, которую, как он твердо знал, он пронесет через всю свою жизнь, ведь это была повесть не только о чудесном выживании в суровых условиях, но и об удивительной связи, возникшей между человеком и зверем в самом сердце жестокой зимы.